Привет, мои дорогие! Новости вам перед судом. Сегодня еще к вечеру сделаю выпуск, но это уже скорее будет выпуск на колесах. Поэтому новостей сейчас немного. Опять же, выходной день, дорогие мои, но они есть. Ночью бомбили Крым. Все видео есть у меня в Телеграме. Сюда не выкладываю, потому что заблокируют, вы сами прекрасно понимаете. Ну и ответка полетела сегодня с утра в Одессу. Ну, она была не такая мощная, но есть одно «но». Прилетали ФАБы, дорогие мои. ФАБы прилетали, и вот что примечательно. Сегодняшняя атака на Одесскую область примечательна тем, что россияне вновь использовали КАБы. Это корректируемые авиабомбы. Впервые за долгое время применения их в этом регионе. Эту информацию подтвердили воздушные силы ВСУ, сообщив о пусках авиабомб в сторону Затоки. Российские паблики утверждают, что целью был неоднократно атакованный ранее железнодорожный мост в Затоке. До этого КАБы использовались по Одесской области в конце октября, что вызвало значительный резонанс. Эксперты тогда сообщали о появлении у России новых дальнобойных моделей этих авиабомб. С учетом нынешнего обострения массированное применение КАБов может иметь серьезные последствия для региона. Одесская область играет ключевую роль для внешней торговли Украины, так как в ней находятся крупнейшие морские порты. Эти порты, наряду с объектами энергетической инфраструктуры, сейчас являются основными целями атак. Да, ФАБы упрощают намного, их тяжело очень сбить, они дешевле и безопаснее для тех же пилотов, которые подлетают там на... Ну, хочу сказать вам одну интересную вещь. До Затоки от Одессы это где-то в районе 60 километров. Если по прямой, то это будет меньше. Ну, имеется в виду, если по прямой по морю. Если по дорогам строить маршрут, это будет около 60 километров. А если смотреть в сторону Паланки, где как раз находится граница с Молдовой, и там тоже есть мост на Маяках, который разбить куда легче, то ФАБ туда уже тоже долетает. И все. И, считайте, Бессарабия отрезана. Они будут все завозить только через Винницкую область идти. Потому что в остальном месте идет Приднестровье. Ну вот, начиная там, грубо говоря, там, от Кучурган, да, и туда наверх. То есть Паланка это тоже еще одно то место, да, через которое очень много завозится всего. Ну, поезда гоняют, конечно, через Затоцкий мост, но через Паланку гоняют именно фуры и все остальное. И по ночухе это делают, как раз завозят эти дроны дальнобойные, ну, как с одной, так с другой стороны. Если ФАБы уже долетают до Затоки, то мосту осталось совсем недолго, поверьте. Там его просто накроют там, с десяток ФАБов и все. Просто его тупо по площадям его разобьют и все. Вот что сейчас будет происходить, дорогие мои. Хочу вам показать, как сейчас Одесса выживает. Да, такая ситуация, как видели, люди ходят в просто какой-то супермаркет посушить там волосы даже, именно в супермаркете. На момент записи Зеленский уже находится в Германии, куда прилетел Уитков с Кушнером, и, ну, мне кажется, Зеленский уже начал прогревать всех, что в случае провала этих мирных переговоров нам нужно взять себя в руки и найти другой путь. Ну, у него другой путь, мы все его знаем, это продолжать войну дальше. Поэтому мы уже понимаем, какой будет результат. Он сегодня сделал очень много заявлений, и вот там и Wall Street Journal об этом писали. Вот я сейчас вам буду читать его все слова, которые... И мы поймем по этим словам, к чему он готовит эту встречу, потому что Трамп поставил жесткие условия. Причем говорят, что на этой встрече будет давить на них. США предлагают компромисс, это Зеленский говорит. Вы выходите, а они не заходят. Однако вопрос, который пока без ответа. Кто будет управлять этой зоной? И если украинские войска отходят, то почему россияне не отходят на такое же расстояние? Ну, у меня ответов много.
к этому персонажу по этому поводу. Во-первых, украинских войск там нет. Там нацики, именно одни нацики находятся. Потому что украинские войска – это когда свободно вильна Украина была. Сейчас это Украина зеленая вместе с нацистами, которые там сейчас служат в ВСУ, прикрывая себя украинцами, как и Зеленский. Хотя к Украине он никакого отношения не имеет. Обманул украинцев и называет себя украинцами, и также вот эти войска. Поэтому их отвести надо будет по-любому. Второй ответ – это тебя это не волнует. Что там будет дальше? Серьезные дяди уже поговорили между собой. Он об этом тоже говорил, я вам вчера читал. Точнее, вот сегодняшнее. То, что было сегодня. Поехали дальше. Украинцы продолжают, дорогие мои, удерживать Купянск. Но есть одно но. В социальных сетях. Это также пишет Wall Street Journal. Зеленский совершил визит к линии фронта и заявил о контрнаступлении в Купянске, пишет Wall Street Journal. В качестве доказательства он показал селфи у знака на въезде в город. Когда именно оно было сделано, неизвестно. Сегодня там, кстати, летала FPV-ха и смотрел, что да, там не соответствует, там какое-то количество букв не хватает. Такое ощущение, что он туда прилетал задолго до того, как его уже начали брать, для того, чтобы специально потом как закладочку выкинуть и доказать Трампу, да, консерву такое. Минобороны России сообщила о взятии под контроль Купянска еще 20 ноября. Так что как-то так. Я вам также показывал Соловьева, который там непосредственно находился не в Купянске, а в Покровске. Мне пишет кто-то в комментариях, а что там с Покровском? Так ты смотри новости. Я каждый день по 2 раза в эфире и рассказываю о том, что там и как там. Опять же, The Wall Street Journal пишет, что версия контрпредложений Киева по мирному плану Трампа, опубликованная в Wall Street Journal, наглядно показывает, что ключевым препятствием в переговорах остается именно Зеленский. Формула ответа Зеленского, как подчеркивает издание, сводится к «да, но…» и погнали дальше. Формально согласие, по сути, набор условий, которые делают быстрый мир невозможным. Из-за этой дипломатической витрины скрывается готовность продолжать войну дальше, несмотря на военные потери и разрушения. Вот его основная цель. Wall Street Journal излагает позицию Банковой. Зеленский готов провести выборы, но для этого необходимо прекращение огня. То есть выборы не как шаг к миру, а как аргумент к торгам. По Запорожской АЭС президент Украины, боже, не могу его так называть, допускает, я цитирую, что Россия может сохранить определенное участие, однако контроль над станцией, по его версии, должна осуществлять Украина и США. Ух ты! Корчинский, думаю, не согласился бы с этим. Речь идет о крупнейшем атомной электростанции Европы, которая сейчас находится под контролем России. И именно этот пункт превращается еще в одну точку затягивания процесса. Украине нельзя отдавать Запорожскую, потому что впоследствии она будет манипулировать Крымом, да, и там же за Запорожской у нас идет Мелитополь, Мариуполь, Бердянск, Бердянск, да. И туда дальше, аж на Донецк. То есть, получается, по сухопутному коридору и аж туда уходит на Херсон и на Крым, и на часть как раз Запорожской области, которая находится под контролем России. И если отдать Запорожскую Украине, это будет шантаж, как это и было Даже если они там в Верховной Раде не могут ничего принять, какой-то там упорото идет и подрывает линии электропередач. ЛЭПы. Такое было, да? Правосеки ходили, подрывали, если вы не знаете. Потому что там никто ничего не мог принять, какой-то оторванный правосек пошел, подорвал эти ЛЭПы и все. Отдельно стоит вопрос армии. Зеленский соглашается с тем, что численность украинской армии может быть ограниченной, но на ее нынешнем уровне фактически это означает отказ от демилитаризации как элемента компромисса. В условиях, когда фронт истощен, мобилизационный ресурс на исходе, а потери ежемесячно измеряются десятками тысяч, требование сохранить текущую численность ВСУ выглядит не как забота о безопасности, а как стремление сохранить рычаги власти через военное положение. О чем Трамп и говорил. Трамп много всяких вещей говорит, просто не все их слышат. Трамп также говорил, что Европа требовала от него, от Америки, ядерные боеголовки к томагавкам. Он об этом заявлял.
И требовала Голландия, Дания и Германия. Германия, которой вообще запрещены какие-либо ракеты и какое-либо оружие и ограничения по армии, которые действуют до сих пор. Понимаете, после Первой и Второй мировой войны. Они такие любители где-то там очаг разжечь. Но Голландия, которая была вместе с Германией, и Дания также, которая была вместе с Германией, потому что они быстро сдались там. И многие скажут, да, там, и знают, да, куда голландцы отправляли своих военных и свои части. Вот они требовали ядерные боеголовки к тем томагавкам, которые они купили. И Трамп сказал, вы что, это самое? Но, конечно, он через рот Рубио начал об этом говорить, что, дорогие мои, вы ничего не получите. А Трамп после этого заявлял, что Зеленский хочет добиться Третьей мировой. И они такие все, вот, мы сейчас будем воевать с Россией, ну, вся Европа, потому что рассчитывали на то, что им дадут ядерные боеголовки. Ну, сожгли бы всю Европу и все. Еще раз к тем, кто хочет Третью мировую, или хотя бы к тем же эстонцам, которые там мешками и зубьями дракона, ракета с ядерной боеголовкой по земле не едет. Она сверху прилетает. Эти зубы дракона можете засунуть себе в рот и ходить с ними. По территориальному вопросу Зеленский также не говорит «нет» напрямую, но уходит в бесконечные уточнения. Например, если Украина отступит, что будет сдерживать продвижение российских сил? Или что помешает Москве проникать в зоны под видом гражданских лиц, чтобы взять ее под контроль? Ну, как бы история показывает, если ты не нарушаешь никакие договоренности, то никто никуда не движется. Западная пресса указывает на очевидное. Проблема не в отсутствии мирных инициатив, а в нежелании украинского Зеленского, да, не буду его президентом называть, принимать реальные компромиссы. Пока формула «да, но» остается основной линией поведения, война продолжится. И продолжается она ценой тысяч жизней солдат, которые бросают в бой на фоне политических маневров и затянувшегося торга за условия все более далекие от реальности. Знаете, меня всегда возмущал тот вопрос, что если ты воюешь за Украину, ок. А если уже Украины-то как таковой нет, ее продали, тогда за что ты воюешь? Вот в чем проблема. Их то ловят, заставляют воевать, долг родине. Такой уже и родины нет. Она уже не принадлежит. У нее уже нету ничего. Она уже, по-моему, подписывал контракты на сотни лет вперед. И долгов там столько, там, по-моему, насколько уже считали, по $8000 на человека. Долгов он набрал. Так он, когда в окопе сидит, он пусть задумывается, за что он воюет. Украины нет. Причем не потому, что Россия напала, а потому, что он ее продал уже. Он ее уже продал, ее уже не существует. Так что, ну, как-то так, дорогие мои. Сегодня Ушаков делал заявление, давайте послушаем. Я думаю, что вклад и украинцев, и европейцев в эти бумаги вряд ли будет конструктивным. В этом проблема. Вы пока этих документов, вы сказали, не видели. Пока их не видели, но если будут соответствующие поправки, то у нас будут очень резкие возражения, поскольку мы очень четко изложили нашу позицию, которая вроде была вполне понятна американцам. Резкие возражения по поводу каких пунктов? Ну, по поводу многих пунктов. Там будут какие-то совершенно неприемлемые для нас положения, в том числе и по территориальному вопросу. Я так думаю. Это та самая... То, что сейчас обсуждается, возможная демилитаризованная зона в Донецкой республике. Не только, но вообще вопрос о территориях. Он активно обсуждался у нас в Москве, и американцы-то не только знают, но и понимают нашу позицию. Но что получится у них на бумагах после этих консультаций, я не знаю, но вряд ли будет что-то хорошее. А вообще вот так называемый корейский вариант, это вариант для нас? Такого размежевания с Украиной или нет? Мы это не обсуждали ни разу. Мы обсуждали различные варианты, касающиеся долгосрочного урегулирования. И американцы знают о наших подходах. Но точно вот снять кальку с корейской темы ни разу не обсуждалось это, по-моему, ни разу. Я об этом даже не слышал. Ну, в принципе, то, о чем и западная пресса говорит, и я вам говорю. О том, что они не хотят никакого мира, ни в каком варианте. Ну, объясню почему. Потому что вся вертикаль внутренней украинской элиты посыпется сразу же и оголится полностью. Увидите, да, кто там сидел и руководил всем этим уничтожением украинского народа. А также и западная вся вертикаль. И аж досыпется она до США, до Байдена, до Обамы.
Поэтому, конечно, они прекрасно понимают, что произойдет, если остановится война. Вот и все. И Трамп, кстати, об этом постоянно, регулярно говорит. Окей, смотрим дальше. У нас тут Хряк выехал в Рим, в Ватикан. Вот. И вот что говорит. Спикер Верховной Рады Стефанчук встретился в Ватикане с госсекретарем престола Пьеро Паролином. Ну, папа с ним точно встречаться не хочет, боится, что он его съест. И предупредил Ватикан, внимание, что Украина не даст России перегруппироваться. Да. Посмотришь на его вид, и точно, да, ты так скажешь, что да, не даст. Объезд всех россиян и не даст перегруппироваться. Стефанчук сообщил, что Украина не намерена идти ни на какие территориальные уступки. Прямое и косвенное, ну, вы поняли, это соросиный помет, такое жесткое что-то высрали, дорогие мои. Большое такое, вонючее, смердючее. Поэтому, ну, вот еще одно доказательство к тому, к чему они идут, к миру или нет. Поехали дальше, дорогие мои. Сейчас вот ребус вам. Я вам покажу сейчас одну фотографию, и вот подумайте, кто это. Напишите в комментарии до того, как я отвечу. Это вы ее все знаете. Это самая мерзкая эстонская представительница. Фамилия на слово «кал» у нее. Вот это вот она. И это не это где-то вырыли ее фотографии и показали, дорогие мои. Вот она, Кая Каллас. Не знаю, до комсомола дошла, не дошла. Не знаю ее возраст вообще. Этот персонаж такой отвратительный, что не хочу даже разбирать его. Окей, дорогие мои, буду подготавливаться к суду. Подписывайтесь обязательно сюда, обязательно на Telegram, чтобы быть в курсе, что происходит на самом деле. Потому что в Телеграме я сразу же стараюсь все новости выложить сразу же. Сейчас будут новости на колесах. Так что, дорогие мои, подписываемся и сюда, и в Telegram, и на резервный канал. Всех обнял.